Друзья, всем доброго времени. Сегодня мое утро началось с угробленных мною орхидей. Вот такая вот, друзья, картина с корневой системой была 5 месяцев назад. Это орхидеи, которые 5 месяцев назад я, можно так сказать, на 90% угробил, оставив их практически на открытом воздухе, под открытым небом, в жару в под 40 градусов, без полива на месяц. И приехав в свой южный в дом на юге, да, в дом на юге, я обнаружил вот такую вот картину, вот такое состояние орхидей. И вот, друзья, сегодня, это было 5 месяцев назад, и вот сегодня, друзья, орхидея, одна из этих двух орхидей выглядит вот таким вот образом. Можно сказать, что 5 месяцев назад появившиеся купленные мною 6 месяцев назад орхидеи пережили второе рождение. Да. Сегодня я посмотрел утром на одну и на вторую орхидею. Между прочим, мы их уже разыграли на канале. Вот, и решил вам показать их состояние. Состояние вот этой орхидеи, у которой листья были, помните, видео, висели как тряпочки. В начале июля прошлого года эти орхидеи я купил одна, и вот она вторая. Да, вот она вторая, друзья. Сегодня буквально утром рано раскрыла первые свои 2 бутончика, 2 цветочка. Поэтому у меня и утро-то и началось. Я со вчерашнего вечера ждал, когда орхидея раскроет свои цветочки, чтобы наконец-таки показать результат нашей работы над этими орхидеями с момента, как я их купил 6 месяцев назад. Через месяц угробил их, и еще через 5 месяцев они практически обе зацвели. Ну, одна уже зацвела, а вторая вот готовится к цветению. Значит, напомню, 5 июля прошлого года, это 6 месяцев назад, эти орхидеи были куплены мною в Новороссийске, в Леруа Мерлене, 2 орхидеюшки. Привез я их там же к себе в дом на юге, сделал пересадку этих орхидей специально такую пересадку для ленивых архаманов, для редкого полива. То есть здесь у нас орхиата, смешанная с мухом, с фагнумом, и еще добавлены вот такие вот фитили, маховые фитили. То есть это посадка орхидей, которая дает возможность в летний, в жаркий период поливать, самое, наверное, такое редкое, это точнее не редкое, а самое частое, это раз в 2 недели, а в зимний период так и вообще раз в месяц. Очень актуальная, друзья, посадка. И ради эксперимента мы пересадили эти орхидеи, обработали их от насекомых вредителей Аберон Рапидом. Я вот сейчас полностью, не полностью, а подробненько, кратенько, но подробненько расскажу о их появлении, о их угроблении и о их воскрешении. А подробно посмотреть все этапы, все, что мы с ними делали, как мы их возвращали к жизни. Я думаю, что многим будет это интересно. Если орхидеи вдруг попали в тепловой удар, попали в стресс, попали в какие-то в обморозительные моменты, да, то есть, в стрессы, в такие, при которых орхидеи становятся тряпками, прям вот, знаете, вот такими вот тряпками, как вот эти вот орхидеи. Значит, после покупки обработал их Аберон Рапидом от насекомых вредителей. От болячек обработали мы их привикуром и пересадили вот в эти мерные стаканы. И я спокойненько из дома на юге, думая, что оставляю эти орхидеи на 2 недели, уехал сюда, в Волгоград. Действительно, я их оставил на 2 недели, но вернулся
для того, чтобы установить окна в южном доме буквально на пару дней. И вот когда устанавливали окна в доме, мне пришлось эти орхидеи вынести в летнюю кухню с открытыми дверьми, с открытыми окнами, на южное окно поставить их буквально на пару часов, пока окна в доме ставили. Ну и что вы думаете? Я их обратно забыл занести. Уехал со спокойной душой обратно сюда, в Волгоград, вернулся, а орхидеи остались стоять еще, по-моему, 2 недели без полива, в жару 40-градусную. И я возвращался уже через чуть больше месяца после того, как их оставил без полива, без присмотра, обратно на юг. И мы вместе с вами зашли в эту летнюю кухню. Я показывал, в каком состоянии они были. Они висели, прям вот эта орхидея, прям вообще у нее прям тряпочки-тряпочки. Все это можно посмотреть в плейлисте, который называется, у нас есть плейлист на канале, в разделе плейлистов можно пройти и подробно посмотреть все видео про эти орхидеи. Друзья, всем привет! Вот он, да, видео сейчас включилось, друзья, всем привет. Плейлист называется «Орхидеи с юга. Адаптация орхидей после теплового удара». И вот там 12 видео сейчас, вот это будет видео 13, где я подробно показываю, рассказываю, что происходит с этими орхидеями. От распаковки вот до сегодняшнего видео, от момента, как угробил, до обработки, реанимации, адаптации, перевозки с юга в жару сюда к нам в Волгоград, как упаковывал, в общем, все подробно. И чем обрабатывал. Дальше, после того, как они, привез я их все-таки с юга, забрал, привез, сразу обработали мы их вот этим средством, антистрессом. По чуть-чуть отпаивали, отмачивали. Чуть позже мы обработали сукцинатом аммония эти орхидеи. Смешали, у нас есть подробный плейлист, называется «Энергетический стимулятор для орхидей». Там все показываю, как мы делаем вот это средство, сукцинат аммония, этот стимулятор, из янтарной кислоты, нашатырного спирта в воде смешиваем, получаем сукцинат аммония. Как его изготовить и как его применять, тоже есть в плейлистах, отдельно так и называется, энергетический стимулятор. И вот после обработки этим стимулятором, после антистрессовой обработки, через 30 дней орхидеи ожили, начали пускать корни. Вот эта орхидея выпустила кучу корней. Это вот остатки былой роскоши в момент пересадки и получения теплового удара и стресса. Вот эти корни остались. Но орхидея после наших танцев с бубнами нарастила новую корневую. Посмотрите, вот это все за 6 месяцев после за 5 месяцев после теплового удара. 6 месяцев назад мы их купили, пересадили, и после покупки месяц им предстояло выживать в 40-градусную жару без полива. И вот потом, значит, мы стали их возвращать к жизни. И вот на сегодня орхидеи выглядят вот таким вот образом. В общем, друзья, я не мог не показать вам и не поделиться информацией, как мы... Это, друзья, ассоциация, орхидея ассоциация, копия орхидеи Редлипа. Есть такая орхидея Редлип, но ее сейчас сложно встретить в продаже. Но вот ее копия орхидеи Редлип. Один из самых, наверное, неубиваемых сортов. Одна первая орхидея, которая у меня появилась в моей коллекции в 2003 году, это была орхидея Редлип. Это вот ее точная копия. Вот такая вот красотка. Обе орхидеи мы успели уже разыграть среди зрителей нашего канала. Одна орхидея у нас ушла под номером 150. А вот эта вторая орхидея под номером 172. Кстати, меня спрашивают, когда у нас очередной розыгрыш орхидей на канале ежемесячных. Он у нас состоится 20. Все как всегда, в каждую последнюю субботу месяца.
В этом месяце у нас получается 28 января. Значит, новогодние все орхидеи, которые мы разыгрывали, они, ну, среди донов, номера мы выигрышные донов уже определили. А вот буквально на днях среди этих номеров новогодние орхидеи разыграем. А все те призы, которые мы разыгрывали в новогоднем розыгрыше в прямом эфире, абсолютно все победители объявились, все свои координаты. Я вчера проводил прямой эфир на втором канале Тройняшкин Папа, и там рассказал, что все победители объявились, и буквально на днях, вот как немножко мороз спадет, к сожалению, у меня в машине, в багажнике лежат тоже кое-какие подарки. Ну, от мороза они не попортятся, но с морозами, морозом предшествовал мокрый снег с дождем, и потом резко бах, вот сегодня было минус 22 ночью. У меня замерз багажник, и я не могу открыть замок, полностью замерз водой, не могу багажник открыть, багажник у меня кое-какие подарки тоже нужно. И вот как отморозится на днях, я все призы новогодние отправлю. Ну и заодно мы на днях разыграем новогодние орхидеи, которые уже определены между донами. Доны в группе номера известны, 14 орхидей, 14 номеров донов. Вот среди этих 14 мы распределим 14 орхидей. Вот, тоже случайным образом. Ну а следующий прямой эфир с розыгрышем орхидей у нас будет 28 января. Также мы в прямом эфире будем разыгрывать орхидею среди тех, кто будет присутствовать на прямом эфире. Ну и орхидеи среди участников группы Архамания, тех, кто является подписчиком группы Архамания, является доном. В общем, вот такая вот, друзья, информация. Ну а тех, кто хочет больше видео про орхидеи, в описании под видео есть ссылка на Дзен в канале, который также называется Георгий Горячевский. Там больше видео выходит про орхидеи. Ежедневно как минимум 2 видео по уходу за орхидеями. Кому интересно, заходите по ссылке, подписывайтесь. Там еще и видео выходит о жизни моей собаки, французской бульдожки Маси, и вислоухого кота Мити. Ну и вообще мой лайв-канал в том числе. В общем, друзья, вот такие вот сегодня в обзорчике угробленные и воскрешенные 2 орхидеи. Всем хорошего настроения, всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео. Всем пока!